Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот праздничный день вы собрались у экранов своих гаджетов и уделяете время вот этому шуму, проекту, где я общаюсь непосредственно с вами, и мы обсуждаем и говорим о том, что действительно важно. Всех, кто нас смотрит, вне зависимости от того, насколько светлым и хорошим был этот сегодняшний день, я все-таки хочу еще раз поздравить с Пасхой. Этот день, когда нужно заботиться друг о друге и помнить. Вот есть такое выражение, да, возлюби ближнего своего как себя, или относись к другим как к себе, или делай то, что хочешь, чтобы делали по отношению к тебе. В этом очень зашита классная мысль, классный смысл. Это значит, что нужно любить себя и делиться этой любовью с другими. Именно сегодняшний день он об этом. О том, что мы обязаны вот все-таки хотя бы на какой-то период делиться позитивной энергетикой, делиться своими самыми лучшими проявлениями и качествами. Я искренне считаю, что сегодняшний день это вот по-настоящему показателен в этом отношении. Мы поговорим дальше почему. Потому что сегодня великий день, с которым я поздравляю каждого, кто сейчас, вот прямо сейчас на этом стриме. Спасибо вам большое за то, что несмотря на разные подколки, уколы, разрушительные удары и по моему YouTube-каналу, вы все равно находите возможность для прямого общения и обзора того, что с нами со всеми происходит. Конечно же, я всех приглашаю в чат трансляции. И в этом чате трансляции уже предлагаю прямо сейчас проголосовать в нашем опросе насчет перемирия. Как вы думаете, к чему приведет это пасхальное перемирие? И варианты ответов. Закончится Пасха и перемирие закончится. Продлят дней на 30, как того требует Зеленский. До Лондона продлят, а вот потом будет оно бессрочным. Есть такие перспективы геополитические. Ну и срыв, и наступит еще большая эскалация. В общем, голосуйте, друзья. Очень интересно ваше мнение. И также, если кто-то хочет похристосоваться, да, вот это вот яичками, вот это все, можете брать так крашенку или писанку, и вот прям в QR-код, который видите на экране, вот прям вот так вот раз, и все. Если работает, конечно, у вас этот сервис, врывайтесь вне очереди в прямой эфир и пишите свои мысли, свои пожелания, поздравления. Это все будет отображаться на экране. Вопросы заблаговременно в сообществе YouTube традиционно, не изменяя, да, я публикую анонс, и там собираются люди со своими вопросами. Их очень много на самом деле. Будем уделять время этим вопросам в конце обзора шума. И подключим, конечно, чат трансляции, поэтому доголосовывайте, голосуйте. В самом конце будем, таким образом с вами общаться. По поводу перемирия, действительно, было оно или не было его, здесь все зависит от того, у кого какой стакан, наполовину полон или наполовину пуст. Потому что однозначно сегодняшний день в плане инициативы Путина, на которую вот так, как может, отвечает Зеленский, потом вроде как поддерживает, и начинается вот эта вот вся история, а давайте на 18:00, на 21:00 вот эти сводки с полей. Этот день все равно войдет в историю этой войны, потому что ничего подобного не получилось в 23 году перед Рождеством. Точно так же была инициатива, да, со стороны Кремля, но все дружно ее отвергли, сказали нет, ни в коем случае, не может быть, это приведет к каким-то тяжелым последствиям. Все, то есть, и все съели, все проглотили, мы же ждали большого наступления, ВСУ, прорыв к Азовскому морю, все готовились, вот это все. Понимаете, какая история? Этот день уже сломал ход событий в определенную другую сторону. Почему? Потому что начали играть шариком мира, да? То есть Путин вышел, предложил, Зеленский не сказал «да». Вот я еще раз подчеркиваю, по всем заявлениям Зеленского, которые мы слышали в ответ на предложение Путина, слово «да»
не было. Было о том, что мы там принимаем любой ответ на ответ, удар на удар, вот это все. И вообще, а давайте, если продержимся и получится, то 30 дней. Ну, вот эти 30 дней, о которых там договаривались в Джиде и так далее. Но как это было сделано? Я всех хочу познакомить с очень интересной, как по мне, версией вот происходящих событий. 2 часа 48, по-моему, минут, ну, в общем, давайте, 3 часа, чтобы там не быть буквоедом, не могли определиться вчера на Банковой, что делать. Я представляю, звонили, наверное, всем, советовались все со всеми. А что Зеленский? А он согласен или не согласен? За эти 3 часа уже западная пресса написала, что он отверг перемирие. Но потом, судя по всему, что-то произошло, и вот, мол, мы будем смотреть, да. Пустили какого-то замминистра Сибиги, пустили какого-то солдата, который прокомментировал, типа командира, пустили еще кого-то, и потом явился народу Зеленский и сказал, что будем как бы вот соблюдать, но если что, вот мы так ответим. Перемирие в полном мере и всеобъемлющем сегодня, конечно же, не получилось. Однако воздушных ударов, таких дальнобойных, не было. Ну, ПВО работало в таких приграничных, прифронтовых районах. То есть в больших городах люди спокойно сегодня пошли в храмы, посвятили Пасхи, больших провокаций нет, по состоянию на сейчас тоже о них не сообщают. Хотя до этого были разнообразные сливы, что, смотрите, там, да, разведка бросит координаты одной стороне, там, другой стороне, и что-то начнется. Однако, так или иначе, определенные рецидивы присутствовали сегодня. И присутствовали по понятным абсолютно причинам, потому что такой объем и такая машина войны, она не может взять и остановиться одновременно. Но это нам говорят, ну, кто говорит, да? Говорят там военные специалисты и остальные. Хотя, по сути, это был еще один тест, который на самом деле, да, Путин, ну, как по утверждению там, прессы, он там переиграл, это вот там многоходовка, он вовлек, получается, в эту игру Зеленского, вот взял и вовлек. И он теперь играл, отталкиваясь от этого хода. Но почему и как? Что произошло в эти 3 часа? А был созвон с британцами, потому что вечером одной строкой некрасивая, ну, то есть информация некрасивая. Я имею в виду не опубличенная, ни кто-то там не вышел, ни кто-то там не хайпанул на этом. А очень коротко Reuters опубликовали сообщение от МИДа Британии о том, что ой, все-таки да, все-таки мы поддерживаем и призываем Россию опять-таки включать вот эти 30 дней. Я еще раз хочу подчеркнуть, что, ну вот действительно, тишины полной, стопроцентной по всей ленточке, конечно, не было. Ну, там, взяли уже, опять-таки, здесь очень сложно сейчас разобраться, но в сети появилось, да, вот этот вот, ну, вот это видео, да, которое подхватили там российские каналы, взяли они его из телеграм-каналов одной из бригад, когда в этот светлый и вот этот замечательный день идет удар со стороны ВСУ. Вот так вот он выглядит. То есть человек кричит «Христос воскрес! Христос воскрес!» и отправляет вот эти, скажем так, снаряды из артиллерии. Даты этого видео не знает никто, но всем примерно понятно, да, с какой целью и зачем это делается. Это вот зацепили и начали раскручивать непосредственно, как само видео я имею в виду, но официально подтвердили удар по Донецку, по Буденновскому району со стороны Российской Федерации. Там тоже подводят подсчеты и, конечно же, подводят, ну, так, под монастырь саму идею перемирия. Дальше будет только 2 пути, да, то есть стороны будут обвинять друг друга, срывали россияне, срывали украинцы. Непосредственно вот, да, проукраинские паблики нам выдают информацию, ну это вот самое свежее, что Путин не продлил пасхальное перемирие, да, об этом сообщил Песков. Ну, то есть, опять-таки, какая формулировка? Вот так формулируют с украинской стороны. На самом деле формулировка какая? Не было распоряжений.
Но вы же понимаете, в чем очень интересная особенность этого времени. Распоряжения могут появляться за час, как вчера. Они могут ну вот, нет распоряжений, значит ничего не делаем. Могут по-разному появляться. Но я хотел обратить внимание на другое. Вот о чем пишут эти паблики, наши, как бы, ну, наши, проукраинские. Россияне не ведут огонь там, где готовятся к штурмам, ротациям и прочим. Например, сейчас вооруженные силы Российской Федерации используют перемирие для обустройства прохода через реку Черный Жеребец, расчищают переправу от уничтоженной инженерной техники. После окончания этого спектакля на фронте бойцам сил обороны будет несладко. И публикуют вот эти все, да, ну вот эти, так сказать, карты, да, вот, ну и видео с дронов по поводу этой речки Черный Жеребец, где они, да, вот, обустраивают. На самом деле, вот есть сейчас целая категория людей и комментаторов, которые говорят и будут говорить об этом перемирии пасхальном плохо. Вот есть такая категория. Я хотел бы всех, кто вот слышит, видит, кто все-таки отметить другой момент. Да? Все-таки отметить, что перемирие такого толка – это неплохо. Это просто другое состояние, как на передовой, так и в тылу. Потому что украинцы, с украинской стороны, понятно, есть, ну, вот такой посыл, что русские готовятся. Вот смотрите, они там будут прорываться, и сейчас будет несладко ВСУ. Но, простите, со стороны ВСУ тоже, там, да, не дети в кедах, они тоже готовились, они тоже занимались примерно одним и тем же. Эта фотография Deep State красноречивый и самый правильный и самый мощный посыл, каким было сегодняшнее пасхальное перемирие. Эта фотография снята с коптера, это российские военные с флагом на удочке, белым, красным крестом, забирают погибших. Отмечается, что ровно то же самое, вот то же самое делают и украинские военные. Это, безусловно, ну вот для этого и делаются вот такие короткие перемирия. Не длинные, короткие. Стратегически за эти сутки ты мало что изменишь, и можно сколь угодно обвинять стороны в том, что вот смотрите, там они делают это, будут прорыв делать туда, вот сейчас как начнется. За сутки не начнется. Расчистят они там этот жеребец, да, но все равно там будет новая подбитая техника на месте той, которую они как бы расчистили, да. То есть в любом случае сутки это не такой большой промежуток времени, который меняет военную картину коренным образом. Не верьте всем тем, кто будет говорить о том, что вот там сейчас, например, пошло какое-то наступление, где-то какие-то провалы со стороны вооруженных сил Украины, это потому что пасхальное перемирие. Это пропагандисты и очень, ну, давайте так, давайте честно, это очень нехорошие люди. Я, с другой стороны, хотел бы все-таки закончить мысль насчет положения дел Зеленского. Почему Зеленский, да, вот так себя ведет и что у него, что представляет, да, вот, его сообщение, его лента новостей на его официальном телеграм-канале, вот так вот навскидку, если посмотреть, это, ну, кроме поздравлений там на разных языках, об этом тоже немножко поговорим дальше, это доклады главкома, да, то есть главком докладывает, вот там на 6 утра доложил главком, Пасха, вот опять там 12 часов доложил главком, Сырский доложил 16:00, Пасха. Что пишет по состоянию на 16:00, сейчас 20:16, я, ну, как бы ориентирую по времени. Значит, к сожалению, сохраняется тенденция увеличения использования россиянами тяжелого вооружения. С начала суток до 16:00 46 российских штурмов, говорит Зеленский. 901 обстрел, 448 именно из тяжелого вооружения, дроны, в общем, ужас, кошмар. Самое большое количество боевой активности в этот день на Покровском направлении. Также
оказались пустыми путинские слова о прекращении огня для Курской области Северского и других направлений в Донецкой области. Вообще это началось еще вчера, да? То есть когда вроде все согласились, британцы кивнули головой, и Зеленский начал играть в эту игру, он тогда сразу говорит: а вот смотрите, обстреливают нас на Белгородском направлении и Курском. Ну так, то есть критическое мышление выключено у всех. На Белгородском и Курском направлении нет у россиян СВО. Нет. Там КТО. Перемирие, и вот этот пасхальный жест, да, или предложение, оно касалось ситуации с войной, ну, там, на территории Украины, то есть СВО. Об этом все забыли, да, но вот на этом пытались играть прошлой ночью. Ну и сейчас сыграли вот в эту игру, которая там каждый раз, то есть каждый час, наверное, будет сейчас в 20:00, потому что 16 часов, то есть 4 часа прошло достаточно времени. Но там, наверное, будет обращение вечернее, традиционное, с докладом ну, самого Зеленского, мол, Сырский доложил, и вот так. Что по состоянию на 16 часов очень интересно. На Торецком направлении воины, к сожалению, попали в российскую засаду, есть погибшие. Ну и, конечно, этих воинов уничтожат обязательно. То есть сейчас опять, что делает Зеленский? Попали в засаду, было, ну, то есть, как-то, видимо, фронт, да, то есть засада, пересеклись, да, они каким-то образом, специальным, не специальным, на фронте подразделения, постреляли друг друга, эти россияне будут уничтожены. Почему так формулируют и почему так подает Зеленский? Потому что, вот видите, мешает нам пасхальное перемирие. А вот не было бы его, вот мы бы сразу там, или бы не попали в засаду. То есть изначально, с самого вчерашнего вечера, Зеленский против этого. Против. Если бы не кивок из Британии, он был бы против, и не было бы ничего. Погнали бы ломы, погнали бы паблики, погнал бы Женя Кошевой и говорит, как можно верить людям, у которых Пасха это кулич. И, в общем, там опять с три короба на ту сторону, которая, по сути, предложила перемирие на 30 часов. Ну и вот эта игра, давайте на 30 дней, если получится, оно не может получиться, потому что идет вот такое реальное отношение к этим военным событиям. Значит, ну понятно, что абсолютно зеркально действует украинская армия, там, мы готовимся двигаться к миру и полного, честного прекращения огня, которое может... Как самое меньшее, что может оно продолжаться, 30 дней. Но ответа России до сих пор нет. То есть Зеленский играет опять в эту игру. То есть, давай, Путин, скажи, что 30 дней. Ну так на 30 дней. Какая же история? Россия предложила на один день в гуманитарных целях. Вот эти солдаты российские и украинские, конечно, тоже сообщают, что тишина, можно поехать забрать погибших, можно там, да, как-то немножко выдохнуть, передохнуть. Уже есть определенные комментарии военных с передовой, которые говорят, что это нормально, это хорошо. Там можно дроном Пасху привезти, бросить, там, да, там, можно каким-то образом. То есть это нормальная практика. Ну, а Зеленский, то есть опять пытается сделать на растяжку, поставить на растяжку Путина, но он сам уже в этой растяжке, потому что и британцы будут играть. У них на следующей неделе, Витков об этом говорил, Келлог говорил более подробно, на следующей неделе вот эта вот встреча, которая была в Париже в конце этой недели, будет в Лондоне. И там есть четкий посыл политический, то есть фиксировать полное безоговорочное прекращение огня. И там уже будут фигурировать вот эти 30 дней, там уже будут фигурировать какие-то сроки, условия и нюансы. Нюанс одного дня перемирия, он исключительно гуманитарный. Но это попадание четко в нарратив, ловушку мира. Но Зеленский, выписывает, или ему выписывают, или там свою позицию пытается понять, место, нишу занять, именно как, мир, но через войну, да, то есть вот у него все равно военное на первом месте, и это принципиально видно, это принципиально
показательно и важно. Не хотела Украина этого перемирия, как снег на голову почему-то для них оказался вот этот элемент прекращения огня. Ну и, собственно, это все наложилось на Пасху, которую отмечать были готовы и хотели. Я подчеркну, отмечать Пасху готовы были абсолютно по-другому. Как именно? Вот примерно вот таким образом, значит, как это на той же Telegram-платформе у Ермака. Ведь это очень важно. Да, что пишет Ермак? Там миллионы украинцев, для них праздник Пасха — это не просто светлый праздник, а и символ жизни, который там смерть преодолевает, и даже под звуки воздушных тревог, даже через тьму, в общем, пафос, патетика, понятно. Христос воскрес. Этот праздник не про бестурботность, то есть это о силе, это праздник о силе. О том, как украинские семьи молятся в бомбоубежищах из-за россиян. Ну, то есть, как наши военные прячут освященное яичко в карман бронежилета. Как в прифронтовых селах раздают паски не на продажу, а от чистого сердца. Ёлки-палки, яичко. Какое яичко прячет бронежилет? С изображением Зеленского? Какое яичко? С чем? Что на яичке нарисовано? Крестик, Иисус Христос? Не совсем. Потому что он прикладывает вот такую фотографию. Что Пасха, тут смотрим там пулеметные ленты. То есть идет абсолютная подмена понятий, смысла праздника. Ну и понятно, тут он вторит Зеленскому о сотнях храмов, которые были уничтожены и так далее. Очень много духовных лидеров погибли или были русскими украдены. То есть, ну и понятное дело, что там свет всегда побеждает тьму и всех благодарит. Я когда посмотрел этот пост, почему я решил вам его показать и с вами его разобрать? Это старый пост. Это старый заготовленный пост. Вы должны, вот когда смотрите на эту всю историю, вот это снято заранее. Это написано заранее. Эта фотография от там бригады «Рубеж», она специально сбросили, красиво выставили там где-то и отправили. Вот смотри. Ермак, это для тебя. Они пишут, ну то есть вот так происходит работа. В этой публикации ничего про перемирие, его значение и какой-то, ну вот такой светлый посыл этого дня, потому что, или там исторический переломный момент. Вам будут рассказывать о том, что нет, аноним, спасибо вам большое, подписался после бана, всех благ, до этого смотрел без подписки, спасибо, что подписываетесь, это очень важно. Сломали YouTube, да, и, ну, то есть из-за блокировки в родной стране сейчас алгоритмы работают так, что, ну, в общем, серьезный удар. С этим можно бороться, мне там рассказывают, создай новый канал, там еще... Смотрите, два вопроса, это я просто сразу отвлекусь, два момента, которые очень важны. Этот канал существует мой достаточно давно, там скоро 3 года будет условно. Я считаю, что эти санкции, из-за которых заблокировали на территории Украины, они закончатся, ну вот год максимум я им даю, максимум, и то только потому, что потом придут, да, вот... могут просто быть не до того. Ну, потому что санкции у нас как воспринимаются, да, вот это вот против, как прошлую пятницу, Страстную пятницу, санкции против Куклачева и его кошек, да, то есть вот так. Санкции против Куклачева и кошек. Это может быть позже просто отменено технически. Я думаю, что вот этому строю, режиму и этим порядкам, да, недолго осталось, то есть... там какие-то месяцы считаны, а просто потом будут технически отменять вот это все то, что понаподписывали. Поэтому я остаюсь здесь, и единственная, значит, такая возможность побороть вот эту историю с моим YouTube, это ставить лайк. Вот просто лайк поставьте и напишите
хороших, плохих, но несколько слов в комментарии, вот это очень важно. Вот это я хотел сказать. Так вот, для них это было абсолютно неожиданностью, то, что произошло. Почему? Потому что ничего к вот этому пасхальному перемирию не предвещало. То есть ничего не предвещало, не было каких-то разведпризнаков. Путин сыграл красиво. За час до вступления в силу он ошарашил украинскую сторону, потому что, куда, вот суббота, вечер, все уже нормально, все уже ехали, определенные помощники, в Гудвайн за выпивкой дорогими, снедениями, все там куличи, показали кулич в Сельпо, Ля Сельпо, это крутой супермаркет, 2000 гривен, да, 2300, по-моему. Это вообще что-то неимоверное. Вот такие куличи. И все уже четко у них все запланировано, постики написаны, все заготовлено, и они поехали. А тут вот такая история. За час нужно принимать решение. Поэтому чего-то высказал, не верьте, это все блеф, понятная реакция. Потом 3 часа ждали, пока все началось, да, с украинской стороны, и потом начали отслеживать, публикуя в Телеграме у себя доклады от Сырского как отчет перед британцами. То есть отчет, а вот тут они нарушили, Это для кого делается? Для нас с вами? Нет. Это делается исключительно вот для того, чтобы в Лондоне это распечатали и показали на вот этих будущих переговорах. Это так, чтобы все, собственно, понимали. Важно, знаете, вот здесь, такой момент. Важно вообще обращение вот этой информационной обслуги и лидеров, да, с народом. Ведь это принципиально важнейший момент. Когда вчера вечером, Пасха это такой праздник, когда всеношная, люди приходят, они там стоят, до раннего утра, заутренняя, служба. То есть они вот ночью, это вот очень важное, самое главное, в году вообще литургия, молитвы. И вот он ночью, Зеленский, публикует вот это заготовленное видео. This year, Easter brings together Christians of different denominations and traditions. On April 20, millions of people around the world are... То есть мы смотрим и немного не понимаем, а что происходит? То есть тут уже часы до Пасхи, да, то есть люди идут на молитву, кто, там может, перемирие все-таки, как-никак, да, то есть небо чистое, нам сообщают, и публикуется видео о том, что, смотрите, католики, протестанты, этот день, который единый, объединил всех. То есть весь мир, у него все нормально, они все празднуют, благодарят Богу за жизнь. Миллионы украинцев, для них, конечно, это тоже главный праздник. И дальше полетело. Вот эти... Русская армия все разрушила, то есть вот эти все, вот эта вся картинка. Одесса, конечно же, ракета, конкретно упомянута Одесса. Вот эта ракета, которая попала, российская, обязательно российская, молитвенные дома, иконы посеченные. Все это нам показывают пленных. И, в общем, что зло, вот спасибо всем, кто помогает, чтобы преодолеть зло, красивые картинки, грустная музыка. Вот это все ночью, да, когда там до Пасхи остается 2 часа или 1,5 часа. Вот это нам публикуют. Красиво, потужно. Вопрос, а почему субтитры на украинском, а основной текст на русском? И где говорящий? Где говорящий? То есть... выйди, скажи, да, если там... Опять-таки, это идет отчет. Это идет какая-то вот такая залипуха, которую кто-то должен за час до Пасхи где-то посмотреть. Между Британией и Киевом там 2 часа разница. Поэтому, в принципе, наверное, для кого-то запустили.
Вообще это очень цинично выглядело это видео, потому что там россияне уничтожают веру, уничтожают церкви. О голубцах Клопотенко в армии, в Киево-Печерской лавре, да, о награждении армии в Киево-Печерской лавре, о том, что там не служат вот уже там монахи эти с этими мощами, история, о митрополитах уже старых, нельзя так, наверное, говорить про людей, как наместники церквей, митрополиты, которые в застенках сидят в СИЗО, реально, то есть не просто там с браслетом, можно же, старый человек, как он может сидеть в СИЗО? Отпустите, пускай сидит, если там какое-то дело, нет гуманности проявления, он что, сбежит куда-то, он что, окажет какое-то сопротивление? Об этом ни слова. И это вот за пару часов до начала Светлого Христового Воскресения он, собственно, подает. Это все разносится, как Зеленский поздравил на английском языке с Пасхой. Конечно, это не было поздравление с Пасхой, но все же ждали поздравления с Пасхой, да, но не дождались. На следующий день дождались. Здесь, скажем так, большое комплексное, так сказать, видео, но на некоторых моментах я предлагаю остановиться. Значит, поздравление президента с сегодняшней Пасхой. Он идет в арку. Смотрите, темнота, темный силуэт. И, наверное, знаете, по режиссуре телевизионной, я все-таки на телевидении работал, все же должны вот сейчас прильнуть к экранам. Хотя нам написали уже на фоне крестов и куполов, что это поздравление президента. То есть, но этот кадр, с точки зрения режиссуры телевизионной, да, это интрига. Интрига? Кто это? Слушайте, а кто это идет? Дорогі українці, дорогі вот українки, кто идет. Все, понятно. сьогодні дуже особливий день, Значит, сегодня який ми особенный завжди день. так чекаємо, який відзначають мільйони людей. Великдень. Замедленно должен идти. Должен вот пройти в арку, интрига, это он в вышиванке, и должен вот пройти замедленно на фоне День, що церкви. є променем світла, особливо яскравого і Красивые сильного слова, у часи, коли кресты, чорні хмари. значит, это София, скорее всего, там Це один із Андреевский рядом. сенсів, що закладено в історію Христа, про його земні страждання і смерть та про його воскресіння, про те, що рано або пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе. Значит, посылы, да, то есть это все выводится, это очень важно сейчас, то есть это вот с точки зрения смысла формулировок, там набросали, налили вот этого всего, такого благостного и красивого, пафосного, да, но вот давайте попробуем суть понять, то есть зло отступит, і жизнь вернеться. Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці і зміцнюють нашу віру. Боже, за що це нам? Удари, вибухи, постріли, все це То есть люди страдают, обращаются к Богу, говорят, мол, за что это все? лихо, За что? все це зло. Як можна вбивати десятки людей в Сумах, у Вербну неділю? Невже ти не бачиш, Боже? Як били по дитячому майданчику у Кривому Розі? Як щодня палають Харків, Дніпро, наша Одеса? Он как бы вот эти трагедии вшивает как бы вот в молитву, в обращение человека, да, которому там терзает душу вся война, в молитву. Сегодня на самом деле, мы там дальше, может, там поговорим, не хотелось там ругаться слишком, критиковать, кого-то осуждать, но вот он в молитву вплетает вот это. То есть садится человек перед иконой, или там становится на колени, или становится, кто как, да, то есть, и начинает молиться, Господи, за что же эти суммы, за что же это Кривой Рог, да, вот расследование, по которому, надо бы показать, да, и вот о судьбе этих родителей, потерявших детей, например, в Кривом Роге, рассказать спустя там неделю, месяц, а что и как. Да? Нет, они нужны вот тогда, в этот момент, когда их показывали, вместо того, чтобы показать, что прилетело и куда, и показать обломки, показывали их. Да ладно. Десятки інших наших міст. Коли це скінчиться? Когда кончится І это? тишу почує наша земля, наші люди, наші діти. Як після всього, що ми проходимо, не втратити віру? О!
как после всего того, что мы проходим, не потерять веру? І коли розум не знаходить відповідей на ці запитання, тоді ти починаєш прислухатись до свого серця. І щось невидиме, але дуже сильне всередині Когда мозг отключается, ты прислушиваешься к сердцу, и что-то невидимое, но очень сильное внутри тебе не дає опустити рук. Підказує, де знайти світло, щоб не заблукати. І потім ти бачиш людей навколо, вдивляєшся в очі рідних, обличчя близьких, відчуваєш обійми, відчуваєш підтримку і знайомих, і незнайомих людей. поддержку ощущаешь, знакомых и незнакомых. Вот это сейчас очень важная и очень интересная история про поддержку знакомых, незнакомых, насколько общество сейчас там по кластерам разобрали, разодрали, но ты ощущаешь. Підтримку українців. Саме цінності є тим, і вот ти тут- розумієш, що ти Смотрите, и вот тут просто не хочется это все длинно и долго как бы пересказывать. Смысл, да, тут два таких мячика очень важных. підтримку і знайомих, і незнайомих людей. Підтримку українців, українок. І ти розумієш, що ти з ними однакових цінностей. І саме цінності є тим, що всіх нас об'єднало. Абсолютно не випадково. Об'єднало в перший день війни і єднає досі. Це воля. Значит, ценности и воля. В День Святой Пасхи президент поздравляет, да, вот, ценности и воля объединили людей. Витримка, небайдужість і людяність. Ось це і є Бог. Это и есть Бог. То есть люди, да, вот это Бог. Вот, в него надо верить. Вот такой он Бог. Мы долго разбирались, и у меня на канале есть видео там с богословами. То есть, смотрите, накидали вот этой вот, ну, такой велеречивой мути, да, вот этой вот всей пафосной. Но вывод мы пришли, что это не Бог. Ну вот это не Бог. Человек, он по образу и подобию создан, но человек не Бог. Це його прояв. Він у наших людях. І тому в людях світло. Тому в людях сила. Поэтому этих людей нужно мариновать дальше, воевать и воевать, наверное. В кожному вчинку, в кожному маленькому кроці, на важкому шляху і в кожному слові підтримки. В кожному слові. Як ти? Чим допомогти? Кого поддержал Зеленский? Ну вот это... Не, ну с Рютте съездил, конечно, в Одессу, он поддержал военных, селфи с ним сделал. Селфи — это поддержка. То есть вот он говорит о поддержке. Но это вот первый мяч о том, что в Святую Пасху искривленная, но это просто элементарная ошибка. Ошибка вот писак, которые пишут, да, ну там они специфические люди, поддерживают в Страстную Пятницу начавшийся ЛГБТ-кинофестиваль, поэтому нормально, то есть эти люди, причем открыто, да, поэтому они ему так и пишут. И второй мячик, это тоже очень интересно. Те, що ти можеш, там, де це потрібно, для тих, хто цього чекає. І джерелом енергії для нас може стати чимало речей довкола. Посмішка сина чи доньки, голос матері, думки про тих, хто зараз на фронті, чи спогад про того, хто закрив тебе своїм тілом. Ну, это где черпать энергию? Не в Боге, не в, там, в любви, да, вот к Богу. Это я просто всем напоминаю, что это обращение, поздравление со Святой Пасхой. Ми можемо знайти імпульс до дій у новинах про перемоги наших людей і у нашій культурі, книгах, віршах, музиці. І, звісно, нас надихає символ Великодня та історія Воскресіння Христового. Тому ми точно знаємо, все те каміння, що у нас кидають, Вот это вот очень важная мысль. Все те камни, которые в нас бросают, не залишиться руїною на нашій землі. Усе каміння, що у нас летить, ми перетворимо на міцний фундамент майбутнього. Майбутньої волі, майбутнього миру, майбутнього спогаду про те, що ми пройшли і що нам вдалося. Коли в тяжкі часи вирішили значит, ну, смысл в чем?
камни, которые в нас летят, имеется в виду ракеты, удары, смерти, вот это все, мы превратим в фундамент, на котором построим новую страну, где Бог — это ценности украинцев, ценности, где вот такая будет страна, где, не знаю, дурные повара из Мастер-Шеф в пасочку запихивают борщ в Пасху. Класс, креативно. Ценности, взаимовыручка и поддержка, ну вот много ее будет. Сейчас дальше поговорим. Меня вот немножко поразил, и, наверное, это видео дня сегодняшнего, да, это, ну, это непосредственно вот этот товарищ, да. Вот, в принципе, можно посмотреть, ну, для людей, которые понимают в истинных смыслах и ценностях, ну, мне могут написать, а чего ты ждал? Ну, образно, да, ну что, ну, красиво натыкали, там, привели какие-то там слова, там, мир, взаимовыручка, Бога нет, получается, в этом, есть такое проявление Бога, но чего ты ждал от них? Ведь еще там буквально пару лет назад они же, да, то есть играли, это же они были на сцене. Видео дня. Евгений Кошевой. Христос Воскрес! Всім тихого свята! Значит, вылазит Евгений Кошевой, так сказать, берет пену для бритья, как бы покрывает себя, притрусил чем-то и выходит поздравлять, так сказать. Я просто даже вижу, как это было. Пятница, или там суббота, да, то есть, наверное, в церковь сходил, да, вот после всеношной, не выспался, да, патчи снял из-под глаз, пена для бритья, посыпал и вышел, как говорится, поздравлять. Говорит, всех с праздником. Нехай його не зіпсує клята русня. Пускай проклятая русня его не испортит. Я вот сижу, смотрю, мне уже как-то, знаете, мне уже как-то немножко было тогда, когда я это увидел сегодня днем, как-то немножко испорчено. Ну, подождите, в смысле не испортит? То есть вот это, да, не портит, а это клятая русня будет портить. То есть человек изображает пасочку. Пасочку. Вот это пасочка. Но видно, что пасочка как бы такая прошлогодняя. То есть она подгуляла немного. Там какие-то там дрожжи старые, наверное. Вместо масла туда маргарин бросали. И как-то вот изюм, видимо, там тоже подгулял, уже подиспортился. В общем, вот так. Смачної Пасхи. Смачной Паской. То есть после вот этого, да, я должен, так сказать, за столом кушать Пасху. И вот так. Я напомню, что в эту лысину в 2019 году Зеленский, проходя и давая всем 5, целовал перед тем, как прийти в парламент и поднять булаву и стать президентом. В эту лысину человека, изображающего пасочку. Дно настолько пробито, что они действительно думают, что это смешно. Вот это юмор. Кошевому, который там Славе Плюс стоял, мялся там, сколько там денег, сколько их человек, сколько нужно $1000 для того, чтобы прожить, вот это все. То есть человек, который сказал, а что, я не пойду воевать, меня убьют. Меня убьют. То есть, а вот пасочка, вот это самое оно. Вот эта лысина поцелованная Зеленским, сейчас он превратилась в пасочку. И ему все будут льстить, целовать его мягкие ткани, говоря о том, что да ты красавец, вот это ты прикольное видео записал, вот это вообще класс, бомба. То есть вчера он говорил, нельзя верить тем, в том же телеграм-канале в своем, в таком же кружочке видео, что нельзя верить тем, кто называет куличами Пасхи, а сегодня он Пасха. Вот такая, чуть-чуть как бы, ну так, своеобразно выглядит, но тем не менее пасочка. И вот так это, собственно, и работает. Вот такие вот эти, скажем, люди.
Поэтому, мол, действительно, вы правы, шелест, чего ты слишком много ждешь от там поздравлений с самым светлым, переломным, где хоть что-то началось, движение, хоть какое-то в плане перемирия, переломном дне. А я вот еще раз, 20 число, это переломный день в российско-украинской войне, вот в этом всем ужасе и кошмаре. Потому что, вот потому, нет, ну понятно, да, действительно, лучше бы, конечно, Кошевой выглядел так, и пасочка была, и поздравление выглядело вот так, как у Павла Дурова, да, он всем, так сказать, передал привет, многие откликнулись, репостнули и поделились сегодняшним вот таким поздравлением в хлеву с ягнятами хозяина Телеграма. Но все-таки я уверен, что все поменяется, потому что вот так сегодня было в Одессе, да, вот Одесса, пляж, люди, яблоку негде упасть. Они понимают, что вот этих обстрелов ужасных, шахедов, вот этого всего ужаса не будет. И они вышли, погода прекрасная, замечательное настроение. Они, ну вот люди снимают, делятся в местных телеграм-каналах. Действительно, люди вдохнули. Мне ответят, вдохнули, ну как бы мира, хоть чуть-чуть, хоть глоток мира этот день все-таки дал. Например, в Одессе, в других городах точно так же. На службах, после службы. Мне скажут, ну Одесса, мол, гуляла раньше там по клубам, смотри, там ночные клубы, Сердючка даже выступала, когда там тревоги, когда людей убивали. Но тем не менее, это состояние сейчас для абсолютного большинства страны целое. Вот это. Весны, праздника, Пасхи, ну там у кого море, у кого река, у кого просто какой-то, ну вот двор, беседки, общение. Вот это состояние, вот такого праздника души, ну, христианской, и вайба выходного дня, когда ты знаешь, что ничего не будет, вот с ним будет очень тяжело проститься через, ну, осталось там сколько часов, да, буквально несколько часов. Очень тяжело. Но больше всего по состоянию и по атмосферности сегодня, конечно, поражает, и об этом я предлагаю пошуметь и в комментариях тоже, это видео из Бахмута. Сегодня встали утром, тишина, благодать, Бахмут, 20-25, будто война закончилась, никто нас не... То есть человек снимает с многоэтажки, это верхний этаж, там пятиэтажная застройка, говорит, будто война закончилась, тишина, благодать. Нет никуда. Такое спокойствие. Этот город, наверное, первый раз переживает 22-го года. Ездят автомобили. То есть ездят автомобили, люди в тапочках, он дальше говорит. Люди ходят в тапочках. И мирное небо. Ну, то есть, видите, это для Бахмута большая редкость, несмотря на то, что достаточно давно его потеряли украинские войска, этот Бахмут, ну, но тем не менее, да, то есть там все равно летит, прилетает, дроны, все как бы, все очень рядом. И вот такое ощущение. На этих руинах вырастет жизнь дальше. В этих, скажем так, на этих пляжах дальше в Одессе тоже уже не захотят вот этого. Это часы, это вот эти 30 часов, которые должны четко людей как бы отправить к Зеленскому и сказать, ну что, давай договариваться. Это тот глоток, который необходим был сегодня. Зеленский вместо того, чтобы договариваться, будет, понятное дело, там ловить, пытаться поймать на развилку, а давай там 30 дней вместо 30 часов, ну, мол, что ты, как ты. Но суть и главное, что люди поняли, что в этой войне может быть перемирие, а от Зеленского, рапортующего каждый там какой-то период времени о том, как они там все нарушали, это перемирие не зависит. Вот к такому выводу придут люди.
перед событиями следующей недели, там, договоренностями в Лондоне, которые американцы четко сказали, мы или договариваемся вот в Лондоне, что все, прекращение огня полное и безоговорочное, или уходим. А если мы уходим, то это что означает? Да, а будут ли вот эти, под небом Лондона, мирным небом Лондона, вот приниматься решения про дальнейшую войну, или уже не получается? Или Зеленскому нужно быстро менять роль? Или есть уже какие-то договоренности больше? Мыслей в эти 3 часа вчерашнего дня после слов, объявления Путина и вот этих плюс-минус каких-то согласий было очень много. И это показательно. Напишите в комментариях, пожалуйста, что думаете по этому поводу. Ну, конечно, лучший, скажем так, ответ на вопрос, за что молились на всеношной на Пасху, был у Порошенка. Молилися, щоб Господь послав розум. То есть, как-то странно с завязанным платком Марина куда-то смотрит вдаль. Порошенко с традиционно красным носом в вышиванке и в костюме молился, чтобы Бог ума послал. Українській владі. Украинской власти ума чтоб послал. То есть, один говорит, мы молились за то, что там украинцы молятся за... когда же, что же это такое, вот это Сумы, Кривой Рог, вот это вот они молятся. Этот молится за то, чтобы ум послали украинской власти. То есть, понимаете, абсолютное непонимание там смысла праздника, или не то, что непонимание, заигрывание и передергивание вообще этого замечательного дня. Я очень, собственно, очень хочу, чтобы вот все вот поняли, кто у руля, кто нами правит. Приходят новости вот прямо сейчас, что это уже официально, Путин не продлил пасхальное перемирие. Ну, тут как бы это уже точно. То есть, если не было раньше указаний, сейчас все, понятно. Не продлено. Вроде как не продлено. Посмотрим, насколько подтвердится эта информация. Это вот с одного пока что источника. Также передают о масштабных отключениях электроэнергии в Николаеве. И, собственно, есть заявление Сибиги о том, что перемирие принесло некоторое снижение боевой активности, так теперь будут называть это, и российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Глава МИД также отмечает, что мы до сих пор не услышали ответа Москвы на наше предложение огня до 30 дней. То есть начнется вот этот момент «отвечай, Путин, отвечай». По поводу Порошенко. Вчера у меня на канале был прямой эфир с Мирославом Малешко. Я получил массу отзывов по поводу этого эфира. Пересмотрите, если хотите. Ну, это как Олежка, который за Порошенко. Там в самом эфире были вопросы по этому поводу. Но вот он говорит, давайте помолимся за то, чтобы ум был у власти. Это, говорит, оппозиционный политик. Оппозиционный Зеленскому будет молиться за ум Зеленского. На уходящей неделе страстной был вот такой казус, который мало кто заметил, но я очень хочу, чтобы вы послушали. У нардепа-инсайдера Железняка, это тот, который говорил, что вот 18 числа вполне себе могут ввести санкции против окружения Зеленского, американские, но в Париже там перенесли на Лондон, наверное, оттяжка будет. Короче, списки окружения Зеленского под американские санкции готовы. Но он еще выдал такую правду матку. Значить, давайте посмотрим. У мене останнє питання. Його, звісно, можливо, краще спрямувати Віталію Шабуніну, але я його процитую, бо він написав на тлі цього скандалу. Умєров і Єрмак вже цього року віддали прикордонникам 78 мільярдів гривень на закупівлю зброї. Ярослава, який... Значит, еще раз, там Умеров и Ермак, пишет ухилянт Шабунин, потому что он правильный, соросенок. В общем, пишет, что 78 миллиардов отдали на погранцов. Погранцов, которые ловят уклонистов, которые бегут, пытаются спастись и прорваться через границу, и вообще на их обеспечение крупную сумму пробивал для пограничников лично Ермак. Вот такая информация. И вот спрашивают непосредственно у Железняка. Яке відношення до цієї історії має Єрмак? Я розумію, що ви не Шабунін, але може ви розумієте, про що він?
Мої джерела стверджують, що він безпосередньо теж приймав участь в погодженні цієї транзакції. То есть проще. Выделили большие деньги на погранцов. Что ты знаешь об этом? Мой источник, короче, выделял. Хорошо, он принимал в этом участие. Окей. Навіщо? Його не знаю, бо тут я, на жаль, або на щастя, я, слава Богу, не маю можливості його про це спитати. Може, ви як Але парламент Андрія Борисовича ви теж викличете і запитаєте в нього? То есть в праведном гневе журналистка говорит: слушайте, а что это вы? Подождите, как это? Ну, то есть Ермак вообще никаким боком не может принимать никаких решений или участвовать в принятии решений выделения денег для погранцов. Да, то есть не может бюджетных денег, это вообще не его. Он там может кулеры поменять, по идее, его прямая функция, там, или там обеспечение, чтобы интернет был стабильный и не было таких долгих пауз перед тем, как Путин вышел, и там хоть написать 2 слова можно было через Starlink Зеленскому или там пресс-секретарю Зеленского. Вот за это он отвечает. То есть он не может. А вот Железняк его палит, говорит: да, он сам там принимал участие, мои источники говорят. Журналист говорит: так вызовите его в парламент, спросите. Ласта, давайте я скажу чесно, відверто, єдину правду. Ці парламентарі не можуть до себе 3-й тиждень викликати керівника державної охорони, тому що їх до цього не пускали в зал парламенту. Вони там Ярославе, не обурювалися. всі парламентарі, ви частина цих парламентарів. Це Ну, это правильное, кстати, замечание. Типа, в смысле, эти депутаты не могут. Так вы же тоже среди них? Он говорит: да, и я тоже. знаю, і я відверто говорю колегам, що з таким підходом і скоро маршрутку пускати не будуть, а не те, що там Єрмак чи навіть міністр оборони прийде. Тому, на жаль, я можу констатувати, що величезна кількість моїх колег, те, що фарбують на Великдень, передали давно в Офіс Президента. Тому навряд чи до них ані голова, ані заступник, ані навіть, я думаю, і касир на їдальні Офісу Президента прийде на виклик, навіть якщо його проголосують 300 народних депутатів. Я чесно і відверто відповів на ваше запитання щодо присутності Єрмака на засіданні Ради. То есть депутат говорит: слушайте, у нас яйца, там они все в Офисе Президента, мы ничего не можем, Ермака вызвать, да вообще, нет, извините. Там даже есть нюанс, что по процедуре, в принципе, Ермак, что его вызывать? Ну, то есть у него нет такой функции. Министра можно вызвать, там, не знаю, премьер-министра, да президента можно вызвать в парламент, то есть по регламенту Верховной Рады, то есть чтобы он вышел, то есть обратиться там еще. Но Ермак, даже если все его позовут, в общем, все подневольные, все ни о чем, все под колпаком. Это прямо, открыто признает один из этих всех, то есть депутаты. Вот так вот мы живем, вот так вот, и что они делали, наверное, на Пасху все, и Порошенко, и все, молились, чтоб Бог послал украинской власти. Вот об этом, наверное, молились. Важное обновление этой недели, которое никто до конца не понял, в Украине, это появляющиеся центры национального сопротивления. Это очень интересное ноу-хау, некоторое где-то иронично, где-то, может быть, справедливо. Это явление сравнивают с центрами, пунктами незламности. Помните, то есть где-то палатки, где-то еще, где-то там генератор, Starlink, можно прийти чаю попить, света нигде нет, а вот в пункте незламности есть. И этот пункт несокрушимости, да, то есть ты придешь, тебя там напоют, там, если есть деньги, бутерброд, печеньку дадут, чайком, горячим, батарею там зарядишь свою, пауэрбанк или телефон. И вот это вот тоже как бы распространили по всей стране. Где они сейчас, непонятно. Наверное, где-то в каком-то консервированном состоянии были скандалы в Киеве о том, что выделили много денег, их разокрали и так далее, и так далее. Сейчас новый проект. Пункты, или как центры национального сопротивления. Но эта история гораздо серьезнее. Ее запустили для того, чтобы все подготовку проходили. Верещук выходит, она зам главы Офиса Президента, выходит и говорит по этому поводу вот что. Чи є підготовка до нацпротиву обов'язковою чи добровільні курси? Значит, что это такое вообще? Это добровольные курсы или всем туда надо ходить? Це добровільні курси. Ми кажемо, що незалежно від статі, віку, роду професії, фізичної підготовки, тобто спроможність людини, не має значення. Ми говоримо про те, що це добровільно і кажемо, що це про відповідальність. Громадянина України
вміти та знати, відчувати свою роль. Значит, смотрите, у тебя там, ты не подходишь по возрасту, хронически болен, там, 3 детей, еще там что-то, какие-то причины. Ты вообще женщина или кто ты, ну, не знаю, там, ребенок ты, подросток, который там дерется на гидропарке с военным, кучкой компаний, да, или неважно, кто ты. Вообще все равно. Это про твое самосознание, что ты должен уметь, иди в центр подготовки. Так, бо ми всі у війні. Воює не лише армія, воює нація, воює народ. І от, власне, система центрів нацспротиву мають допомогти на добровільній основі тим, хто хоче набути навиків тактичної медицини, так, першої допомоги. То есть слушайте внимательно. Значит, это буквально там 3 вопроса. Говорит, тактическая медицина, первая помощь. Хочешь получить, ну, вот эти, ну, делаешь хорошее, да? И все такие, ну, уши развесили, говорят, да, мы хотим. Вот тактическая помощь, там, пройти курсы в каждом регионе, это все доступно, класс. То есть вот это инициатива, слушайте. В просторі інформаційному навчити себе поводити. І Ты не умеешь себя вести в пространстве информационном? Приходи в Центр национального сопротивления. Мы скажем, как сделать так, чтобы подсанкционного шелеста смотреть, страну настройки с Украины на Уганду поменяйте и вообще скажем, кого смотреть, кого не смотреть. Если там видишь, кто пишет, там, Путин не продлил военное, ну, перемирие, да, вот все, ты там знаешь теперь факт-чекингом, как пользоваться. То есть тактическая медицина, ну, вот эта вся медпомощь и вот и как вести себя в информационном пространстве. інші основні навики, які допоможуть вижити самому, захистити свою родину, захистити свою територію, свою громаду. Воює нація, воює народ, але Воюет нация, воюет народ, но, знаете, как это, после но, то как бы перед этим то означает, что было лайно. давайте поточнимо, про кого тут саме йдеться. Це лише чоловіки чи, можливо, будь-які громадяни, незалежно від віку і статі. То есть ведущий красавец, это только мужчины или любые граждане, независимо от возраста? Ну, вообще у нас мужчины и женщины в нашей стране. То есть мужчины и женщины. Или это мужчины, или любые граждане. Ну, вот так. Так, це будь-які громадяни і жінки, до речі, на навчальні курси уже діючих центрів приходять 60% це жінки, які дуже добре справляються. І я дякую тим людям, які знаходять у свій неробочий час. Субота, неділя, вони приходять і навіть, ба більше скажу, вже навіть черги є. Тобто ті Очереди есть. Женщины, слушайте, спасибо вам. Вы в свое свободное время, суббота, воскресенье, очередь становитесь, чтобы, да, то есть женщины, молодцы, центры национального сопротивления для вас, класс. центри, які вже розпочали свою роботу, вони кажуть, що у них вже на місяці є черга від охочих, вмотивованих людей, які розуміють важливість таких процесів. Про тактичну медицину там згадували, про інші напрямки. А тут начинается самое интересное. Але все ж таки давайте дещо деталізуємо, чому вчать на курсах підготовки до нацспротиву. Тактична підготовка, тактична медицина, осінт-курси, володіння елементарне дронами, так, розуміння вогневої підготовки. Дроны, огневая подготовка, женщин так много. Слушайте, а не впаривают ли нам мобилизацию женщин? Вот такой мягкой силой. Воюет нация, воюет народ. Иди в центр. Слушай, в центр иди. Тебя же видят там, что ты молоденький или старенький ТЦКшник, да? Они же видят. Идешь в центр и все. Нормально. Женщина в центр. Там ты такая женщина, которая уже не пройдет, ну, имеется в виду, ну вот, по всем данным не попадет на службу, так в центр иди. Все попадут на службу. Нас к этому готовят всех. Всех украинцев к этому готовят. Причем очень интересно, что на фоне вот этой пропаганды, опять-таки, есть очень такие курьезные случаи. Ну, правда, плакать хочется от этого. Вот там говорят, что украинцы все хотят и должны воевать. Не можешь, не получается пока у тебя по разным причинам, по законодательным причинам тебя загрести в ТЦК. Ну тогда иди воюй в центр, тебя научат, уже подготовленным будешь к ТЦК. А все должны. На этой неделе высмеяли вот этого мужчину.
в Одесской области он на шине, в там, респираторе, с этими стропами страховочными, он пытался пересечь границу. Вот так. В цистерне с машинным маслом. Ну, то есть опасно это и для здоровья, и в принципе, он там, по типу что-то вот джентльменов удачи. Вот таким вот образом люди пытаются подъехать близко к границе, чтобы дальше перейти. Перейти границу, переехать там, да, в цистерне. Вот так нашли. То есть ты не понимаешь, иди же в центр подготовки. Все нормально. Ну, как бы вот это бегство в цистерне, конечно, многие высмеяли. А смешного здесь вообще нет ничего. Всех готовят воевать, всех готовят на войну. Поэтому те люди, которые там обрадовались перемирию, вы не радуйтесь перемирию. Сейчас закончится, Путин виноват, ни о чем договориться с таким Путиным нельзя, и будем воевать дальше. Вот рельсы, на которых стоит власть. И вот эти все россказни о том, что мы там мир, вот мы за мир в обращении на Пасху президента, это оказалось, это все просто для того, чтобы красиво все было. Напичканы слова, чтобы были красивы. Киев. Вчера. Выходит парень и снимает, судя по всему, он снимает смешной ТикТок. Оказалось потом не смешно. По сигнале, если ТЦК козлы. Стоит на обочине, держит этот плакат, ну и люди сигналят. Кто-то пик-пик, кто-то сильнее пикнул, а кто-то не пикнул. И, в общем-то, закончилось все предсказуемо. Крики на фоне: пацаны, это шутка, это шутка. Ну вот, пошутил человек. А так, собственно, будет касаться каждого. Что с ним потом было, пока неизвестно. Ну, наверное, он же, видите, какой этот человек, который с плакатом снимал, наверное, для себя, для ТикТока, для шутки. Он, наверное, по-любому с бронью или с отсрочкой. Но, в общем, вот такой эпизод был по поводу центров сопротивления. Он туда не пошел. Он решил пошутить и, собственно, пойдет сразу в ТЦК. И это о той стране, которую мы называем свободной и которую как бы готовят к миру. Получается, что не готовят. Как ни крути. И вот этот сигнал о перемирии сегодняшний большой, на самом деле, важный праздник, праздничный день, это хотя бы какой-то шанс, что, может быть, изменится этот вектор. Но то, что происходит за последнее время, оставляет желать лучшего. Ну и, то есть, думать о лучшем не приходится. Но, как утверждает Борис Джонсон, это заключительный фрагмент, который я сегодня показал, и о котором предлагаю пошуметь в комментариях. Во всем виноваты технологии. Информационные технологии. Прогресс виноват. WhatsApp, говорит, убивает западную цивилизацию. Мы стали более проводить время в WhatsApp, часто с катастрофическими последствиями. Мне говорят, что там поколение Z, миллениалы, проводят там время, не ходят на вечеринки. Они не пьют так много, как пили раньше. Это поразительно. Не пьют, рождаемость падает. WhatsApp убивает западную цивилизацию. Ну, это человек, который во время ковида пил, встречался на вечеринках. Что-то как-то выглядит он. Я вот приглядываюсь на него, а может это Куклачев? Ну вот так, очки, кепка, как-то вот. Может это он? Может это что-то вот как-то в мире поменялось? В общем, если у вас есть WhatsApp, знайте, он убивает западную цивилизацию. Друзья, ну вот такие темы я предложил вам сегодня пошуметь. Я очень благодарен всем, что поддерживаете меня, за то, что ставите лайки, участвуете в обсуждениях и в чате трансляции, конечно же, участвуйте. Я очень с большим удовольствием предлагаю подвести итог нашему сегодняшнему опросу и непосредственно, да, вот на ваши вопросы, ну,
попытаться ответить. Да? У нас, как всегда, да, то есть вне очереди вопросы, которые, как это, тот, кто решил похристосоваться, постучал по QR-коду, и там сначала сообщество YouTube и чат трансляции. Как вы думаете, к чему приведет пасхальное перемирие? Закончится Пасха, и перемирие победил этот вариант 62%. По 6% продлят на 30 дней и до Лондона побудет, а потом будет бессрочным. Ну и 25%, что будет срыв и большая эскалация. Спасибо вам большое, друзья. Увидел в чате просто вот Татьяна Шитова. Саша, не обижай Куклачева. Ни в коем случае не... Я вырос на его вот этих всех шоу с кошками. Это просто неимоверное цирковое представление. Вы что? Как это? По телевизору сидели, залипали. Телевизоры были такие квадратные, кинескопные, с таким выпуклым, там вот те еще, но цветные уже. Вот сидел, там Куклачев, вот это кошки. А как он выступал на телевидении? Ну, тогда было одно общее большое телевидение. Я не обижаю Куклачева. Ни в коем случае. Не думайте, пожалуйста, обо мне плохо. Хулиганка, спасибо большое за поздравления с Пасхой и за поддержку в суперчате. Спасибо большое за это сообщение. Всем большое спасибо за то, что ставите лайки. Еще раз повторюсь, извините, пожалуйста, что я настырен могу быть в этом. Нужен лайк и несколько хороших добрых слов в комментарии, чтобы YouTube оклемался, понял, что вырубив там 30 с лишним процентов смотрящих из Украины, там наше зеленое, прости господи, прихвостни Зеленского, да, что вырубив это и лишив вот этих людей, что как-то нужно перестроиться, да, и кому-то вообще чего-то показывать, уведомления присылать или как-то вот с видео что-то делать, чтобы как бы больше смотрели. Поэтому только участие, лайк может победить вот эту всю историю. Плюс поменяйте страну в настройки, расскажите там знакомым, если с кем смотрите, обсуждайте интервью, шум, просто поменяйте, гайд есть у меня в телеграм-канале. Поэтому, поменяйте страну настройки, и все будет хорошо. Но даже смена страны настройки, это действительно такой, знаете, кувалдой ударили по Ютубу, и вот так получилось. Давайте перейдем к вашим вопросам. Да, вот сейчас, значит... Александр, давай к Николаю Соболеву на интервью. Значит, не успел я дочитать этот вопрос. Сейчас посмотрю, что именно спрашивает человек, который, вот вне очереди постучал и, так сказать, этим похристосовался яичком по QR-коду. Давай к Николаю Соболеву на интервью. Арестуючим можно же было, а ты чем хуже, засветишься там и снимут статус иноагента, хоть где-то будет послабление, а то душат тебя с двух сторон. Смотрите, статус иноагента меня вообще никак не душит. Абсолютно. Кроме того, что люди, опять-таки, это же потрясающе просто. То есть люди там опасаются со мной эфиров, чтобы эти, бдительные российские службы не заподозрили у этих там людей из России, которые с российскими паспортами на территории России, там, что они, если вдруг выйдут со мной на один или несколько, или постоянно, какой-то контакт на интервью в YouTube, что они со мной как-то связаны. А я иноагент, а ты там связан с иноагентом, и вот они этого опасаются. Люди в Украине точно так же. То есть, он же под санкциями, там, а я в Украине, а что же это все, вот эти статусы, вот эти все ограничения. Нет же дела против меня никакого. Я не нарушил никакой российский закон, украинский закон. Прежде всего, украинский меня волнует, потому что российский, у меня нет никакого отношения к России. Ни паспорта, ни каких-то документов. Единственное, что косвенно может меня с Россией ассоциировать, это которые есть у всех граждан Украины, это свидетельство о рождении СССР. Все. То есть и то это косвенно в том плане, что оно как бы есть. И там, и по одну, и по другую сторону. Вот эти свидетельства о рождении. То есть у меня нет ничего в России, никаких там моментов, ни гражданств, ничего там, да, то есть осталось только в Лисичанске, сейчас неподконтрольном Киеву городе, осталась разбитая квартира. Все. То есть абсолютно другой связи нет. Люди есть, спасибо большое, но я имею в виду таких каких-то связей, как с государством. Поэтому тут задача запугать
Просто запугать. О, влепим ему сейчас иноагента, и никто не будет там все будут оглядываться. О, сейчас введем санкции, и сейчас никто не будет оглядываться. Вот какая задача. Режимы как в зеркало друг друга смотрят. То есть, а только одно зеркало большое, а другое чуть поменьше. Вот так я ответил на ваш вопрос. Кто такой Николай Соболев? Погуглю. Сейчас просто сходу не скажу. Может быть, кто-то известный. Так давай к Соболеву на интервью. Меня он не звал. Да? Даже известный или неизвестный, неважно кто это. Я предлагаю, уважаемые зрители и дорогие друзья, я предлагаю начать с сообщества YouTube и, собственно, да, вот потом перейти к чату трансляции. Как всегда, очень много сообщений и большая вам благодарность за это. Все поздравляют с праздником Светлой Пасхи. Мира всем, крепкого здоровья, душевного тепла, сострадания к близким. Безусловно, присоединяюсь. Всех с праздником. Пасха, вообще, как бы 3 дня Пасха. Потом есть такой термин «пасхальная неделя», потому что следующая Красная Горка. Нужно прийти на могилу к своим родным. Не все это могут сделать. Я, например, не могу. Там моя семья не может. Ну вот из-за этой чертовой войны. К матери я на могилу не попаду. Не попадаю из-за вот этого. То есть, да, к этому моменту. Моя там супруга тоже не может там, к отцу, к другим близким попасть. Но если у вас есть эта возможность, я как человек, не имеющий ее достаточно продолжительный кусок времени, я все-таки советую сделать это. Проведайте усопших, мир станет ближе. Я в это верю. Значит, Александр, здравствуйте, храни вас Бог вашу семью. Вопрос следующий. Общаетесь ли вы с кем-то из Луганской области, как им сейчас живется в России? Сравнивают ли они жизнь тогда и сейчас? Илья, да, есть общение с людьми из Луганской области. Жить непросто, тяжело. В Луганске, значит, наводят, ну, правда, там, наводят губы, там, елку классную ставят, парк открывают. Есть плюсы и минусы в жизни людей. Плюсы в том, что это далеко от фронта, там редко прилетает. Ну, если прилетает, тут какие-то такие там ракеты, что-то куда-то. Ну, дорогая ракета не может, или там, если не отклониться от ПВО, там что-то. Ну, в общем, но все равно. То есть это все равно очень неприятно, но редко, потому что далековато. Но в этом есть определенные минусы, потому что, условно, там центральные какие-то или знаковые места реставрируют, отстраивают, делают где-нибудь туда, в другую сторону, в какую-нибудь там, не знаю, там, Вергунку, еще куда-то там как бы черт ногу сломит, там, в общем, по кварталам не кладут этот асфальт, там, да, могут сорвать плитку, положить асфальт, убрать трамваи, то есть какие-то, в общем, другие хозяйственные решения, да, принимаются сейчас при Российской Федерации. Плюс очень интересный такое наблюдение по поводу Луганска. Значит, я, слышу мнение, да, то, что я слышу, да, с кем общаюсь, что многие как бы так ропчут, говорят, а хорошо было, когда была вот ЛНР без российской, полной законодательной машины. Почему? Потому что там они делали, что хотели. Условно, сами приняли какой-то закон, там, чего-то, распоряжение, стандарт какой-нибудь. Это так, да? И вот они сами вот и по нему работают. Очень много ниш освободилось в момент с 2014 года. Можно было заходить делать бизнес. Многие же уехали. И там так все развивается, все как всегда. Беспокоят цены, потому что очень много военных с большими зарплатами. Аренду задрали, недвижимость задрали, на продукты, на какие-то там такие цены, похожие на московские. Но проблема-то в том, что у этих военных, околовоенных, которые получают большие зарплаты, они вроде как такие приезжают, это большие зарплаты, высокие цены они тратят, а у людей пенсии, какие-то там выплаты, да, выплаты по среднероссийским приравняли, то есть, а у людей больше денег не стало, а цены выросли, да, то есть вот тут такой момент. Такого, конечно, не было когда было только ЛНР. И усложнились определенные процедуры. Вот об этом говорят люди, на это ропщат. Плюс еще очень такая проблема, важная проблема для людей, которые там живут, это фактически граница между Ростовской и Луганской областью.
Ну, понятно, что это не граница в том плане, там штампы, паспорты, все равно досмотры, все равно ты как бы отличаешься, да, то есть от регионы отличаются, да, те, которые исконно российские, и те, которые вот эти новые, да. И так вот это было, все равно есть какой-то досмотр, какие-то моменты, не так просто, там, например, в Лисичанск, мой родной, ты не поедешь, вот просто так взял, сел и поехал, да, то есть ты должен туда ехать по письму или по прописке. То есть даже человеку с Ровеньков, там, Краснодона, сесть и поехать в Лисичанск просто так рассказывают мне, невозможно, должно быть основание, потому что Лисичанск как бы город большой, длинный и там, ну, не совсем прифронтовой, но тем не менее там все равно дроны кошмарят периодически со стороны Украины и небезопасный. Поэтому вот так. Ну, в целом люди живут, понимаете? То есть довольны, недовольны, но жизнь идет. Вот о чем я хочу сказать. Развитие все равно есть. Причем, ну вот, люди его видят, и оно отличается, да, о том, что было при Украине, когда, казалось бы, да, в том числе и луганские были во власти, этой там партии регионов и так далее. Ну, пришли русские, отстроили там что-то, или там парк построили, или там чего-то сделали. Да, а вот свои же, когда были в Украине, да, вот вроде ж местные депутаты, и большинство, и президент Янукович вроде как с Востока, как бы загибалось все. Ну, вот такой парадокс. Значит, дальше. Здравствуйте, как там Вадим Юрьевич, не упекли ли его? Передавайте слова поддержки. СВ, пользователь, обязательно передам. Опять-таки, смотрите, то есть Вадим Юрьевич должен был в прошлый четверг быть в эфире, но там адвокат и посоветовался, говорит, возьму паузу. Мы предварительно договорились на следующий вторник с ним выйти в прямой эфир в 7 вечера. Это предварительная, опять-таки, договоренность. Мы не знаем, там, как, что можно, что нельзя, говорить, не говорить. Канал его переименован, ну вот там, говорит, доказывает Карасев, уже другой, там изменен каким-то образом. Насколько я понял, по контексту общения с Вадимом Юрьевичем, он не, ну, он будет продолжать выступать там, где можно, и в тех, ну, как бы, информационных, медийных, имеется в виду, рамках, где можно. То есть он не может просто взять, все бросить и все. Просто есть какой-то период паузы. Период паузы, который чисто юридически он, ну, вот, должен был выдержать, но мы пока не отменяли эфир на следующий вторник. Поэтому, если вам будет интересно, переходите, пожалуйста, и, ну, посмотрите. Сергей Хромов, вопрос Шелесту. Почему Украина не хочет напрямую с Россией обсуждать все спорные и острые проблемы? Неужели Украина обременена обязательствами, которые ограничивают свободу в диалоге с Россией? Неужели Украина не понимает, что напрямую договориться быстрее и дешевле? Вы, когда пишете «Украина», вы кого имеете в виду? Вот это самый главный вопрос. Если тема с Зеленским, я попытался описать в сегодняшнем шуме, что вообще произошло, да? Вот, и как это происходит сейчас. Вот как это сейчас происходит. То есть Зеленский ни да, ни нет, а вот теперь вы отвечаете, а готовы на 30 дней. А как на 30 дней готовы? Сколько там, 400 с чем-то штурмов? Вы считаете, это будет 30 дней? Москва на это не пойдет. Да и Америка на это не пойдет. Лондон на это пойдет. То есть, смотрите, все там обсмеяли меня, ну как по-доброму обсмеяли, там пишут в комментариях, когда я предрек, что... А никто уже не ожидал. Час до 18:00 выходит Путин, объявляет это перемирие. А я там за сутки еще раньше, там, кто следит плотно за интервью, там, ну, как бы подсел и каждая смотрит, там, ну или там через одно. Они, в принципе, слышали эту уже мою мысль о том, что в любом случае Путин выйдет и объявит. И это будет очень такая комбинация интересная, которая поменяет расстановку сил и игру. И мне сейчас там пишут, Шелест, когда картошку садить, будут ли после заморозки, да, после Пасхи. Я говорю, недельку побудьте, потом садите. На самом деле все понятно. Эта логика читалась, но для них она была неожиданна, потому что все уже никто не был к этому готов. Вчерашние посты в Телеграм там заготовлены, еще что-то, вот эти все видео, которые мы там смотрели, слушали, разбирали с вами, с Зеленским и так далее.
Приходит там 20 минут назад новость о том, что США впервые прокомментировали пасхальное перемирие в Украине. Мы увидели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня, заявил представитель Госдепа в письменном сообщении, отправленный на запрос Reuters. Оценивая серьезность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья, добавили в Госдепе. То есть Госдеп тоже как бы приветствует, да, продолжение подобных действий и после. Но я мысль не закончил, а она очень важная. А каких действий? Ну вот каких? То есть, когда Зеленский выкатывает вот эту хронологию, заметьте, с российской стороны было одно сообщение по Донецку, еще там, по-моему, одно сообщение с количеством обстрелов. То есть Пасха, выходной день, то есть да, вот, буквально там раз сообщение, два сообщения. То есть не было вот этого всего. Ну да, там есть нарушения, там обстреляли Донецк, есть там где-то, по-моему, ну тоже на Донецком направлении, в районе Сум, что-то где-то тоже стреляло, дрон какой-то, еще что-то. В России не педалируют на этой теме, а Зеленский педалирует. То есть о чем это говорит? Вот отвечая на вопрос Сергея, что у него четкая задача, смотри, тут столько штурмов, тут еще, а вот тут еще, а вот тут еще. США говорит, да мы не против продолжения. А продолжение чего? Вы хотите 30 дней вот таких? Нормальное прекращение огня, полноценное, то, которое подразумевает не бить по тылам, превращают, ну, в условно такой, не знаю, на линии фронта вот эту мясорубку, да. Если ты утверждаешь, что было 400 штурмов, то это не прекращение огня, но ты хочешь так 30 дней? То есть абсолютная нелогичность. Это для того, чтобы запутать, сбить переговоры в Лондоне, а для американцев эти переговоры, ну там, это будет четко. То есть давайте договариваемся о прекращении огня всеобъемлющем, или мы уходим. Вот зачем эта игра британская. Вот такая у них натура, стиль, вот такое у них поведение. Значит, спасибо за поддержку из Москвы, сестра из Аризоны, Гала, благодарю вас. Значит, вопрос. Алекс Шелест, кстати, тезка, возможно, даже полный. Привет от тёкс. Много, кстати, вопросов про Вегеринского, да, почему, в чем дело. Я хочу высказаться на этот счет и вот четко как бы обозначить. Ну, тут пишут, там, люди остаются, там, хай вам счастит. Ну, много таких моментов. Смотрите, от вот этих товарищей, которые сейчас у руля, от них можно ждать всего чего угодно. Вот абсолютно всего. Ну вот на меня, человека, который никак не связан с Россией, никогда не был и, ну, собственно, там, ничего, абсолютно. То есть у меня есть только украинские паспорта, вот те, которые показали на весь мир в этом указе, можно зайти, посмотреть мой код идентификационный, там, опубличили, да, вот это все. Это вот все, пожалуйста, в санкциях, да. То есть человек, который никогда не был ни с кем, не то что с Россией, ни с кем связан. Ни с какими лагерями, ни от каких штабов там политических, ни от кого я не получал денег, да, то есть это YouTube-канал бесплатный, я не беру деньги и не даю деньги за выступление. То есть это абсолютно, собственно, аналитика, ну вот это общение с аудиторией, и все. За вот это, да, меня ввели экономические санкции. Экономические санкции. Какая экономика? Ну, какая экономика? То есть это просто какой-то нонсенс. Они сумасбродны и дурны. Поэтому гости, вот, например, там Андрей Вегеринский, да, еще там есть ряд людей, которые там, находясь в Украине, причем причины разные. Да, тут спрашивали Балашов, там, Бортник, еще. У них есть как бы своя профессия, тоже такая, право на свою профессию, на свою деятельность. У кого-то подвязки в бизнесе, у кого-то там родственники работают на госслужбе, у кого-то эти товарищи зеленые, они не останавливаются ни перед чем. Они могут достать через родственников, через бизнес-партнера, через площадку, через кого-то, прямо прийти с повесткой, ну или, например,
да, гипотетически, или подкараулить где-то, или что-то, они ни перед чем не остановятся. Поэтому их боятся. То, почему боятся за рубежом вопросы, люди, которые за рубежом, это вопросы. Но тоже на них есть ответы. Потому что там родственники в Украине, потому что через... Ну, в общем, то есть мы понимаем палитру этих решений. Много вопросов там, кто где работает, на кого, на Банковую. Да? Смотрите, я лично свечку не держал, и никто об этом публично не скажет. Не публично тоже потякать не будет никому. То есть, если там кто-то не публично кому-то чего-то передает, но, как показывает практика, абсолютно неожиданным образом, это, ну, скажем, абсолютно могут быть неожиданные люди, которые там, вот, например, есть люди, которые мне просто не ответили. Вот просто. Вот прям как вот все. То есть я обалдел. А поборники дикие были. Вот просто не ответили на сообщение. Несколько раз, ну мало ли что там, да. То есть это всегда внезапная история. Я уверен, что пройдет несколько недель, и опять-таки, если... Ну, я уверен, что часть этих людей вернется. Не знаю, Чаплыга, там, Вигеринский, то есть внутри страны или за ее пределами. Но я хочу, вот в этом финализирую ответ на этот вопрос, потому что много, правда, там, Вигеринский, там, кто-то предатель, кто-то еще что-то. Я финализирую, я очень хочу сказать одну простую вещь. Андрей Золотарев в Украине, политтехнолог, говорит, эта фраза меня поразила, я, говорит, от холостых выстрелов не шарахаюсь. А это холостой выстрел. Это в молоко. Это так вот. Это просто взяли вот так вот, плюнули по самодурству, по незнанию, по тупизму, растоптали, то есть там сейчас поломали там мне этот канал этих гостей, это все, навели шухеру, Карасева этого бедного, то есть, да. Потому что, ну вот, не разбираясь, нет аргументации, что мы там пропагандисты войны или там оправдываем Кремль или что-то еще. Нет этого. И это холостой выстрел. Я не шарахаюсь. То есть люди со стержнем и с позицией. Там Спивак тот же, который, там, понятно, что там у меня в комментариях вы любите, да, там, Спивак, там, Нет, потому что он понимает, что незаконно, под давлением, по тупому решению подсунули, там, Зеленский подмахнул, и это все, а человека его надо поддержать, и, конечно, ну, сколько... лет мы пятничный Спивак запустили. Лет. То есть, конечно, пятничный Спивак, а почему нет? Нет же нарушения, нет же, там, что кто-то предатель или кто-то в чем-то обвиняется. Нет. Самодурство и внесудебная расправа. Поэтому есть люди со стержнем и в Украине, которые как бы примером своим демонстрируют, что нет, ну так не будет, как вы вот захотели. Но боятся все. И в Украине, и за рубежом. Потому что от них можно всего, чего угодно ожидать. Вот так. Значит, были вопросы по поводу разбана на сидел, реально, битый час. Там же очень много этих жриц любви, этих телеграммной любви. Боже, и вот правда, ребята, то есть сидел, прям потратил часа 2,5. Выискивал среди списка, там черный список, выискивал вот этих, ну, чтобы их не возвращать, которых я, и выискивал нормальных людей. Разбан состоялся, если не разбанены, пожалуйста, отпишитесь в телеграм-канале, у меня есть почта специальная, прикрепленная, поэтому я думаю, что это можно. Поздравляю с Пасхой, Александр. Вопрос такой. Как вы рассматриваете деятельность супругов Шари, их опросы в Европе, ежедневные сводки событий? Как вы относитесь к данной паре и почему рассчитываю на развернутый ответ мира и света? Black Horse, мужчина-пользователь, так как это себя назвал, не светится имя, фамилия. Я положительно отношусь к ним, и я считаю, что это потрясающий пример людей, которые вместе смотрят в одну сторону, которые
занимаются тем, что честно делают свое дело. Это важно. Это вот полностью я хочу об этом сказать и заявить, потому что если бы был бы условно один такой Шарий, он бы, конечно, был бы как кем-то, каким-то таким выпуклым, известным. Или, допустим, его, ну, Ольга, его жена, если бы она была вот такая одна персона, там, да, вообще непонятно, допустим, да, как это. Но в синергии они делают ветер. Вот я уверен, что то, что вы там, ну, понятно, что больше Анатолий, но это все равно, это такая командная, важная, классная работа. Это чувствуется, это мощно. По поводу опросов за рубежом. Так а что плохого? Все правильно. Все правильно. Люди должны немножко, ну, оглянуться по сторонам. Нас засовывают в какие-то такие коконы. Вот ты в этом коконе, ты кто? Эмигрант. А где ты эмигрант? Ну, там, в европейской стране какой-то, да? А что у тебя там? Культурне співтовариство. И вот они сели все, и вот это там давай тереть. А как ты, что ты? То есть отпочковывают вот эти, ну, вот эти подразделения, и они там вот это варятся в собственном соку, и вот этой ерундой страдают по поводу потужности и всего на свете. А то, что любить Украину можно по-разному, то, что говорить правду можно неприятную. Я, отвечая там на вопрос, у Мосейчука, да, говорил, что говорить можно о чем угодно. Вот обо всем можно говорить. Но важно как. То есть, да, есть манера, есть эпатаж, есть какие-то моменты с игрой факта и образа, есть чистая голая информация, есть время, когда ты даешь ту или иную информацию, да, но это уже стиль определяет там того или иного человека. Я считаю, что они большие молодцы. Ой, господи. Саша, вопрос не по теме, но меня волнует судьба вашего котика. Вы переехали, что с ним? Жив, здоров, носится. Кот молодец. Со мной, всегда со мной. Как это? Своих котов не бросаем. Вопрос: после отказа в интервью изменилось отношение к вегетарианству. Смотрите, еще раз, важно подчеркну, вернусь к этому. Никому, никогда я меняю отношение к людям, это не... но я никого никогда стараюсь не осуждать. Стараюсь. Иногда грешен, осуждаю. Но, смотрите, я никого не осудил из тех людей, которые остались в Луганске в 2014 году, потому что я сам остался за пределами Луганска в 2014 году, потому что так получилось. Я оказался в таких обстоятельствах. Так вышло. То есть могло выйти так, что я бы был в Луганске в эти там определенные дни. Там счет шел на 3 недели, по-моему, да? 3 недели. То есть я мог бы оказаться в Луганске, вообще бы история и жизнь по-другому повернулась. Я оказался не в Луганске. Я никогда не осуждал ни одних, ни вторых. Я никого никогда не осуждал из гостей. Я могу только осуждать определенные черты и качества. Ну вот. Да, или там проявление, как известный там одному известному хозяину клиники, в которой Зеленская сдавал анализы. Вопрос, Алекс Стар, с праздником Александра. Вопрос: вы не могли бы хотя бы схематично описать мирное соглашение, которое могло бы быть возможным сейчас? Хотелось бы узнать ваше мнение, потому что я никаких реальных вариантов не вижу. А вам не показывают реальные варианты. Реальные варианты, они просто очень плохие. Реальный вариант, он плохой. Он плохо будет звучать, ну, американцы об этом говорят, звучать и для России, и для Украины. Это, раздел и демилитаризация. Почему не получилось тогда вот с Минском? Потому что, помните, там считали километры от линии разграничения, там туда, и там получается, что там чуть ли там не бог знает где вот эта артиллерия разведена. То есть реально будет плохо звучать, например, что если, окей, каким-то чудом, не знаю каким, но путем подкупа и шантажа, а может просто только подкупа, американцы договорятся с россиянами, что они не будут претендовать на Херсон, на тот другой берег, и Запорожье как областной центр. А вот где-то примерно вот здесь это все остановится, и пускай даже вот эти все зоны, ну вот эти, которые дальше, будут уходить на территорию Украины. Окей, это ведь тоже проигрыш россиян.
Ну, то есть, вы понимаете, о чем я. Есть линия разграничения, а вот эта буферная какая-то зона разведения, да, будет за счет украинских территорий в украинскую глубину. Это проигрыш россиянам, это против Конституции, это непонятно что, это надо идти дальше. Украине это тем более, ну, в смысле, то есть, по линии разграничения это несправедливо, плюс от нас еще откусывают санитарную зону. Да, то есть и там какие-то миротворцы ездят, или наблюдатели, неважно, то есть или внешнее управление какими-то территориями. Все же забыли, как написали о внешнем управлении неподконтрольных спорных территорий. Территория там, ну, которую там, это спорная территория. Спор идет вокруг Херсонской, Запорожской, ну, понятно, Луганской, Донецкой, ну, имеется в виду об этих территориях. Спор о чем? Ты еще не захватил, там, я еще там не отбил. То есть вот так. И вот там будут какие-то внешние. Об этом так пробросили, и никто не обращал на это внимания. А вот в этом, мне кажется, и зашит ответ на вопрос, как это будет выписываться. Еще раз, как это будет выписываться, нам не скажут. Нам могут сказать в одном случае, если это ни хрена не будет исполняться, как Минск. Только в этом случае нам покажут эти пункты и начнут Ваньку валять там. А мы сначала граница, а потом выборы, потом граница. Так тогда нам действительно, ну, покажут. Так. Автор Павел Щелин старается найти и рассказать о причинах того или иного произошедшего или ожидаемого события, результата. У вас аналитики лишь констатируют свою позицию и излагают. Очень хочется больше углубляться в причины. Уверен, что так мы быстрее придем к пониманию. Да, наверное, с вами согласен. Значит, добрый вечер. По поводу пасхального перемирия. Как вы думаете, как отреагируют США на взаимное обвинение сторон о нарушении перемирия? Останутся ли они в игре или выйдут из обсуждения? Они в игре. Они в игре. Смотрите, то, что сейчас произошло, это все равно на руку Путину. В этих переговорах в Лондоне. Это красивая комбинация по перестройке игры с элемента «а давайте жахнем дубиной, а потом еще большей дубиной, а у меня там вообще с шипами огромная дубина». Из этого тяни толкая, в тяни толкай мирный. А давай 30 дней, а давай 40, а давай 50, вот так. Это перевод сюда, в эту плоскость. Америка из такого, она не уйдет. Вот из такого. Но вот эти списки, которые там, отчетики, смотрите, сколько штурмов, там кто-то там с артиллерии стрелял, кричал «Христос воскрес», смотрите, они повлияют на то, что будет на земле. То есть, фактически, еще раз, с 2014 года по Минску не менялась, ну, имеется в виду после 15-го, Минска-2, не менялась граница, вот линии разграничения. Не менялась, но была стрельба. Обстрелы Донецка, там дети, площади, вот эти там другие обстрелы, станицы, там вот это все, вот это друг на друга, вот это все не менялось, но граница оставалась. Задача Британии, Зеленского, это мой личный вывод, это никто, я могу ошибаться, это никто мне не сказал, не слил, чтобы ничего не подумали. Задача превратить эту всю линию, вот это. Тогда будут бабки, оружие, тогда будет вот эта зияющая рана, этот конфликт, вот в это превратить. И вот, в принципе, оно такое жизнеспособное достаточно надолго. Ну, там начнут вам рассказывать за это время, Европа укрепится, там НАТО, там европейская армия, туда-сюда, европейцев сдоят, подоят еще капитальным образом, хорошенько, да, высосут соки, затянут пояса, заработают, глобалисты за счет этих денег укрепятся и собьют Трампа на следующих выборах. Ну или там не Трампа, а МАГА имеется в виду, вот это движение. Вот такой глобальный план. Но проблема в том, что вот помните, Зеленский говорил: ставьте на меня, я молодой. Мол, у меня время больше. Проблема в том, что Путин вот это после себя оставить не может. Вот эту историю с линией разграничения. Собственно, никто ни по кому не стреляет, да, но вот это там месилово идет. Штурмы, там чего-то засады, вот это все. Ну, как сегодня было, фактически сегодняшний день. Там обстреляли, тут обстреляли, там где-то что-то Донецк,
прифронтовой, там тут еще какие-то моменты. Он это не может оставить следующему, потому что, ну не может. А Зеленский следующего не видит, он планирует дальше, сам. Поэтому он говорит, на меня ставьте, я дальше буду. А Путин понимает. И вот этот возраст, когда он там ну как эйджизм называется, да, по поводу возраста, он играет чуть-чуть наоборот. Тут такая же история, как с этим объявлением перемирия вчера. Это сыграет наоборот. И Путин может резко и быстро решить задачу. Ну, допустим, да, когда почувствует, что пора. Хотя, что ему чувствовать, он недавно переизбрался, да, то есть это у Зеленского там проблемы, но он уверен, что его поддержат, что он легитимен и будет дальше продолжать править. Вот такой расклад. Разбан в Телеграме есть, все как бы старался всех разбанить. Значит, да, много о гостях, но я уделил время гостям. Спасибо большое сообществу YouTube. Давайте к чатику трансляции. Большое вам тоже спасибо за поддержку. Пожалуйста, ставьте лайки, это очень важно. По поводу чатика трансляции прозвучал вопрос. Сейчас мы на него ответим. Да, это пожелание от анонима. Добрый вечер, желаю сил терпения, поражаюсь вашим принципам. Это стержень человека. Антон, Россия. Антон, спасибо большое, с праздником и вас. Мира, веры и чудес. Благодарим вас с небес со Светлой Пасхой. Со Светлой Пасхой. Всех с этим большим днем. Чат трансляции. Давайте сюда заглянем. Значит... Спасибо большое, что становитесь спонсорами. Нина и Виталя Кожухарь, спасибо большое за поддержку. Война идет, а шелест все толще и толще. Ну так, это, как это, широкая кость. Душа и кость у меня широкая. Пригласите Ростислава Шапошникова на интервью. Посмотрим, кто это такой. Значит... Александр, поздравляю вас и всех с праздником. У меня вопрос. На Украине запретили русскую музыку. Как же Пугачева, Земфира, Меладзе и так далее? Ну как, вот так. Вот так. Это прям, ну, на самом деле так это и есть. Понимаете, неважно... Вот еще раз. Многие смеялись, долго смеялись над российской оппозицией. Ну, смотрите, вот бесхребетные, там у них ничего не получается, они там объединиться не могут, там вот интеллигенты там всякие, или, например, какие-то прохиндеи, мошенники, много этого. Но, по сути, у нас такая же история с украинскими товарищами. Просто они, ну по сути так и есть. То есть этих выдавили, выкинули из страны. Но их-то выкинули, потому что они неудобны были режиму, они там работали, там что-то где-то, там на кого-то, с кем-то, Америка. Зеленский тоже многих выкинул из страны. Вот тот так взял и выдворил просто. Это вот прям еще одно сходство этих двух режимов. Только опять-таки два зеркала. Одно большое, другое чуть поменьше. Смотрят друг на дружку, отражаются. Вот такая история. Значит, так, Александр Береженко. Зеленский не боится умереть раньше Путина от того, что переберет. Зеленский не боится. Ну, вот это как бы такая черта у него есть, он не боится. Поэтому как бы дело такое. Он уже не боится. Раньше боялся. Яна, добрый вечер. Саша, где Пескун? Вроде бы был за границей, но он готовится. Мы о нем еще услышим. Вот так я отвечу. Возьми интервью Елены Бондаренко и Лукаш. Почему молчат? Почему молчат, не знаю. Но, собственно, если представится возможность, с удовольствием. У этих двух женщин я бы интервью взял. Потому что они умные и... Ну, может, потому что они умны, они не дают интервью. И потом,
Но это же не как будет, как с Мураевым, например, который молчал, 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 потом раз такой, чай, там вот это интервью, там туда-сюда, то есть, а потом политическую программу по суфлеру на там, час с чем-то. То есть нужна, как это, ну, нужно тоже уметь там в это публичное поле вернуться правильно, поэтому их можно понять. Они умные, достаточно умные, и поэтому они пока что молчат, и я думаю, что они не просто так молчат. Если бы они там бы захотели выйти, то они бы не по-другому как-то вышли. Но я бы с удовольствием, да. Александр, как вы считаете, пока бриты своей цели не добьются, владеть Причерноморьем, война не закончится? Слушайте, кукиш с маслом бритом и Причерноморьем. Есть много таких легенд, которые... Ну вот вы верите, что Земля плоская? Да? Плоская. Вот прикалывается дранк-мастер, чем шире наши морды, тем теснее наши ряды. Это тоже хорошо, слушайте. Как это так? Это сегодня были мы в храме, да, то есть это так все дружненько, батюшка. Кстати, были в храме сегодня? Напишите. Интересно очень, чат-трансляция. Значит... Так, по поводу Причерноморья, да, то есть, смотрите, посмотрите, хотеть не вредно, понимаете? Вредно не хотеть. Ну, то есть, мне сейчас могут рассказать эти все теории по поводу того, что вот Причерноморье там возьмут, там вот бербитанцы играют, тут румыны, тут Молдова, Одесская область, Приднестровье, вот этот пояс, тут Крым, поэтому Россия там. Россия в Крыму, потому что там, ну, собственно, получилось. Потому что Крым был и остался, и продолжает быть за Россию. Для нас это кусок территории, вписанный в Конституцию, автономная республика, которая там висит вот этой гирей. Мы не можем сказать, что Крым это Россия, и никогда не скажем. Мы имеется в виду граждане Украины, которые соблюдают Конституцию Украины. То есть, но по сути, по укладу жизни, по всему... Сейчас мне приведут кучу крымчан, того же Усика, который там, да, и там много таких крымчан, которые вот, мы вынуждены были. Все вынуждены были, но основная масса выступила за Россию. Законный, незаконный референдум, но они были за Россию. Они смотрели всю жизнь на Украину, на украинскую пенсию, а у них рядом был в порту морячок, или молодой, или постарше, ну или, например, хорошо, пенсию и какой-нибудь там человек после флота отслуживший, у которого пенсия флотская. И вот они жили в одном, например, городе, да, в Крыму каком-то. Один просто пенсионер украинский с вот этими там гривнями, другой с русскими рублями, с вот такой пенсией. И они сравнивали. Тоже было и в Луганской области, там, я имею в виду до 2014 года. Одни сравнивали там в Ростове, какая пенсия, другие переводили это на гривни, сравнивали. Но это хотя бы там другая ситуация была. Да? То есть, но все равно похоже. То есть люди хотят там, где им лучше. Я не убираю сейчас, я не беру там, что это все за деньги, из-за там каких-то пенсий, еще там, понятно, что это многослойный пирог. Но по сути они же видели отношение государства к себе. Все видят отношение государства к себе. И вот поэтому вот так. Такой ответ. Поэтому, смотрите, Британия, Причерноморье, я понимаю, откуда этот вопрос. Я считаю, все будет зависеть от людей, которые будут на земле. Если их испепелить войной, тогда да. Можно приходить, ставить базу, флот, всех победить и быть царицей морей. Геополитический коридор создавать через там условную там Польшу, ну, север Польши и сюда, там, да, вот к Черному морю. Вот это Триморье, которое... Да, в этом есть цель геополитическая. Но все зависит от людей, которые там живут. Александр, как вы считаете, возможен ли переворот на Банковой? Спрашивает Стариков Олег Николаевич.
Значит, Стариков Олег Николаевич, я считаю, что возможен и будет в том случае, когда что-то произойдет на фронте. Я не говорю там прорыв, там вот это все, там нет. Должна быть какая-то тяжелая ситуация, да, тяжелая ситуация, из которой уже не выйти. И на фоне этой тяжелой ситуации отвернется один из партнеров неожиданно. Например, это уход США и тяжелая ситуация на фронте. В принципе, одного чего-то может быть достаточно, но на фронт уже всем плевать. Но в купе, именно в соединении разворот США, если они возьмут, скажут, плюнут и уйдут. Вот тут будет переворот. Вот тут будет переворот. Сказать, что все удержат и под флагом британских, европейских партнеров все продолжится, не-не-не. Но тут в зависимости, знаете, как пела Ваенга, важно ведь не то, что ты сказал, важно ведь не что, а как. Как? Проблема в том, что американцы могут уйти со скандалом, который поднимет переворот. То есть они не будут там условно принимать участие, ставить фишечки, они просто развернутся и скажут: ребята, вы тут смотрите, вы тут воры, вы тут такие-сякие, вы тут это самое, нас никогда не слушали, все, мы умываем руки, до побачення, и уходят. А тут люди посмотрят, и они уже не смирятся, потому что часть из этих людей завязаны на Америку. Лично. Дома в Америке, семьи в Америке, все в Америке. И они не смогут, без Америки. Поэтому тут очень интересный момент. Мне кажется, я думаю, что с приходом нового посла в Украину, Америки в Украине, мы увидим интересную музыку, услышим ее. И мы еще услышим о выборах, мы еще услышим... 90 они там продлили, но точно. Значит, Александр, разблокируйте, пожалуйста, в Телеграме микроволновку с праздником. Да, спасибо, посмотрел, микроволновки не видел. Пользователя с таким ником. Суммы, думаете, как в Россию? Или это будет буферная зона, или предмет торга? Сергей, Саратов. Я думаю, Сергей, что... Суммы ждет тяжелый период. Тяжелый период. Как Покровск и Краматорск. Шелест, что с Вадимом Карасевым сказал. Все нормально, он борется, он молодец, он умничка. Судится с этими гадами. И правда на его стороне. Да. Значит, вопрос... по Украине практически решен. Осталось обрушить фронт, и все завалится, как карточный домик. Олег Фролов высказывает такое мнение. Олег, при всем уважении, фронт обрушить не так просто. Потому что специфика войны такая. Однако, вопрос возникнет и поднимется ближе к августу. Потому что там, пишет пресса, подзакончатся все пакеты Байдена и как-то так. То есть новых Трамп не дает и не даст. Поэтому задача ближайших 3 месяцев, опять-таки, извините, что я так обрывисто, да, то есть через события, через что. То есть что мы видим? Зеленский строчит, вот смотрите, Пасха, перемирие, вот такое перемирие. Давай 30 дней. Вот такого перемирия. Вот как он настрочил, что все вот это там, тут обстрелы, тут то. 30 дней так можем? Но Путин не дурак. Вряд ли он скажет, что можем. Да? Гипотетический план какой? Можем. Окей, вот так вот 30 дней. Никто не стреляет по воздушке, все это. Зачем нужно Украине вот это? Для того, чтобы, условно там, перетоптаться здесь, имеется в виду в тылу. А там пускай воюют штурмы, засады, вот это все, там дроны, там чего-то, провокационный огонь, ответы, удары, ответ на ответ, вот это все. И так 30 дней. За 30 дней поднакопятся, и потом вот пойдут вперед, да, например. Будет какое-то будет решающее наступление какое-то, украинское, вот такое решительное. В этом же смысл, в этом задача.
чтобы пока оружия вот хватило. И вот это событие некое должно изменить мнение Трампа, и задача заставить Трампа подписать пакет. Вы же видели, как на прошлой неделе. То есть носится как с писаной торбой. А давайте вот 15 миллиардов, 10 патриотов. А мы знаем, где деньги взять. Дональд, давай. Дональд говорит, не-не-не-не-не-не. Так, мы готовы купить у вас пакет оружия. Сколько там? 30 надо, 50 миллиардов. Дональд, дай пакет. Дональд говорит, не-не-не-не-не-не-не. То есть задача какая? Чтобы США ушли от переговорщика и потом за деньги Европы быстренько там купить этот пакет. Он его пытается поймать на такую простую историю. То есть Путина пытается на простую историю поймать и пытается на такую же простую историю поймать Трампа. Мол, за бабки, за деньги, да, как там кто там пела из каких-то российских. За деньги, да? Говорит, нет, за деньги нет. Это война Байдена, это не моя война. Но стоит только Трампу что-то одно продать или что, это все. Он повязан с Зеленским. Канатами такими толстенными. И вот так. Вот такая стратегия у Банковой сейчас. Так, Зели уже не слушают. Там, ну, смотрите, я отчасти разделяю этот вопрос. Александр, вопрос, где Гео Лерос? Вы знаете, что с ним? Он служит, но суды как бы идут параллельно. У нас же суды это такая вещь, что суды не заканчиваются. Саша, к августу еще территорию новых Украина потеряет. Потеряет, но, конечно, но это будет героически. Это будет очень героически, вот так. Значит, друзья, всем большое спасибо. Саша, Сергей пишет, Саша, родились от одной матери, жили с русскими наравне в одной стране, делясь всем, что украинцам не хватает. Ну, как это? Там же воли. Все же в воле. Даже, понимаете, не свобода, не там благо, не выгода. Воля. А воля это, там она где-то рядышком, это чувство с самодурством. И, подуреть не хватает. Ну вот додурелись, на этих чувствах сыграли в большую геополитику и в такую очень кровавую игру. По этому поводу это плохо. Александр, спасибо за ваш ответ. Последний вопрос. Ваш однофамилец Стариков. Запишем, спросим у Старикова, чего. Дурное дело не хитрое. Вам нравится Москва как город? Я никогда не был в Москве. Никогда. Был вопрос, у меня товарищ ездил в Москву. И привозил фотографии, это до войны, имеется, до 2014 года еще привозил фотографии, то есть просто неимоверное что-то там мне показалось. Красоте неимоверная. Он очень порадовался, что он съездил, увидел. То есть он там был когда-то давно в Москве. Это было совсем другое. А сейчас же там вообще все поменялось. А сейчас еще, наверное, все поменялось за эти еще там 10-15 лет. Воля, анархия, Денис Смирнов. Где-то так, да. Уберут Зеленского, может уберут Татьяна Мочалина. Шум. Шум это шелест умный. Тут пишут, что шелест у микрофона, шелест умничает, разные варианты. Журналистка Ольга Шелест, ваша родственница? Нет, это не моя родственница. Санек, я с тобой, Портвейн 777. Слушайте. Вот это вот я понимаю. Портвейн 777. Давайте так в окончание. Это было что-то. Мы были студентами и от института, он национальный, Луганский национальный, ездили в Свердловск, то есть город шахтерский, и там рядом с границей, собственно, пионерский лагерь. Лагерь отдыха, детский, оздоровительный. И там вот это
были вожатыми, там, плавруки, физруки, вожатые, то есть они вообще были разные, были местные, были те, которые уже там поколениями 100 лет, каждую лето едут, ну, как бы зарабатывали денежку, ну, имеется в виду, там, зарплату платили, как всем пионер-вожатым, следили за детьми и как бы их досуг, так, да, там. Но, как бы, дети, они же имеют свойство спать, да, а все вот эти вожатые не имеют свойства спать. И вот этот портвейн 777, это было впервые, там лет 18 мне было, это конечно, все, слушайте, 3 топора. И мы, то есть там надо было метров 500 пройти за территорией лагеря, он такой, как бы, Королевские скалы назывался, и там сельский магазин в среднем селе, и там вот был только 3 семерки и 3 девятки. А мы спрашиваем, какая разница? Короче, нам внятно разницы не объяснили. Но мы взяли попробовать. Боже! Вот что один, что второй. Что 3 семерки, что 3 девятки. Как из одной бочки, но, собственно, утром, наверное, там, как-то в столовую детей повели вожатые девочки тогда. Это было что-то. Поэтому такая... Была очень веселая, яркая история, но все-таки каким-то опытным путем мы додумались, что 3 девятки качественнее. Напишите 3 семерки или 3 девятки вам было лучше. Это, конечно, было просто 3 топора, но все-таки 3 девятки это лучше было. Значит, друзья, всем большое спасибо. Нектар кто-то пишет. Да, Рома, нектар. Всем большое спасибо. Есть большая просьба. Значит, кроме того, что я всех прошу, друзья, вот все, кто нас сейчас смотрят, а это 22 тысячи человек, я хочу, чтобы вы поставили лайк, ведь он принципиально важен. Ну, я уже объяснял, потому что из-за того, что убрали... Да, то есть закрыли Украину, люди, конечно, меняют страну настройки и заходят, смотрят, кто-то через VPN смотрит, образовывается чехарда с Ютубом, и он там с алгоритмами у него просто сбивает там вообще там какие-то непонятные вещи, происходят, не приходят уведомления и так далее, и так далее. Этому можно противостоять, только нажав лайк и написав какой-нибудь комментарий. С чем согласны, с чем не согласны. Давайте пошумим в комментариях. Вот просто уделите там 30 секунд и черканите что-нибудь по поводу там, не знаю, там, пасочки на лысине кошевого или какие-то другие темы, которые там интересны, или эпизоды, которые я вам сегодня на эту тему предложил пошуметь. Это очень важно. И вторая просьба. Я вижу в чате трансляции и в сообществе YouTube было очень много вопросов. Проводить шум чаще и с вами общаться. Как относитесь к этому? Тоже пропишите в комментариях, очень жду. Я еще раз всех поздравляю с этим праздником, светлым и добрым. И очень надеюсь, что перемирие на Пасху не превратится в фарс и игру, а останется перемирием на Пасху, когда и военный, и гражданский по обе стороны поймут, что такие перемирия возможны, война приобретет смысл и человечность, которую потеряла за эти годы, и мы выйдем на не просто там стабильное прекращение, как это сейчас, да, выписывают Зеленский, как ультиматум Путину, как там Путин выписывают, как американцы пишут, а мы выйдем на просто понимание, что все заканчивается и все закончится. И оно закончится. Политику и всякие нюансы, кто за, кто против, кому какие территории, кому какие куски, кто там никогда не простит украинца, кто никогда не простит русского. Давайте вот мы будем шуметь и обсуждать. Но следующий не погибнет. Вы помните... Ну, мы встретимся еще до 9 мая. Вы помните, вот каждое 9 мая, ну, по крайней мере, у меня так было в семьях, в семье, все поднимали первый тост, набирали рюмку, и там, чтобы не было войны, за мирное небо, все поднимали 9 мая. Я это помню там каждый раз, с молодых лет. И говорили, что война самая страшная. И мы так общались тогда, ну, вспоминаешь вот это общение с своими там предками, прошедшими войну, они рассказывали то же самое о предателях,
о том, как полицай забрал козу, нацист вернул козу. То есть, да, пошла пожаловалась нацисту. О том, как там люди в оккупации, а сосед сдавал соседа, что тот там чего-то починил, какой-то ему там драндулет фрицу, находясь уже в оккупации. А в оккупации 3 года, например, западная часть Украины была. 3 года в оккупации. Это как сейчас, вот сейчас, да, вот имеется в виду. То есть вы понимаете, насколько страшные времена вернулись? Всем желаем в эту Пасху, чтобы они ушли. Ну, не хочется там лет на 80, навсегда. Потому что мы слишком много крови пролили и этого заслуживаем. Всем доброй ночи, берегите себя и друг друга. Добра